5 нанометров, монокристальная система и архитектура ARM. Все мы давно знаем, что Apple выпустила целую линейку компьютеров на своем собственном чипе. Это MacBook Pro, MacBook Air, Mini, а теперь еще и новый iMac. И все эти компьютеры работают с абсолютно одинаковой скоростью, так как они используют одну и ту же монокристальную систему M1. Есть небольшой разброс, плюс-минус 5%. Компьютеры, в которых 8 видеоядер, работают на 5% быстрее. Все. На этом различия заканчиваются. И это важно понимать, если вы собираетесь купить себе компьютер Apple. Недавно компания Blackmagic выпустила финальную версию DaVinci Resolve 17.1 с поддержкой процессоров M1. И настало время выяснить, как поведет себя компьютер с чипом M1 в сложных и комплексных Fusion проектах. Для теста я буду использовать свой собственный MacBook Air, так что никакой заказухи, только правда. И сравнивать мы будем с моей основной рабочей станцией ноутбуком Gigabyte Aero. А с вами, как всегда, Санчес и канал TimeSaver. Итак, Gigabyte Aero. Core i7, 64 ГБ ОЗУ, RTX 2070. И MacBook Air M1 с 8-ядерным процессором и 7-ядерным видеопроцессором, а также с 16 гигабайтами Unified Memory. Первый тест. 3D-камера трекинг и Solving Full HD секвенции. В этом тесте MacBook удивляет. Он делает это практически в 2 раза быстрее. Второй тест. Та же самая секвенция, 3D-камера трекинг и Solving, но уже в 4К. И здесь результат примерно такой же. MacBook Air ощутимо быстрее. Следующий тест. Тяжелая нода Optical Flow, которая генерирует motion вектора, и нода Vector Motion Blur, которая эти вектора использует. А вот здесь уже с большим отрывом побеждает Gigabyte Aero. Рендер motion векторов для 5-секундной секвенции занял всего 31 секунду. Тот же самый тест 4К, и здесь также Gigabyte Aero практически в 3 раза быстрее. Следующий пример. Проект из моего бесплатного курса по motion графике. Кстати, если вы еще о нем не знаете, то ссылка ждет вас в описании. В этом проекте использовано достаточно много различных нод, частицы и 2D-эффекты. В этом тесте Gigabyte Aero также ощутимо быстрее. А вот как ведут себя компьютеры в процессе рендера этой композиции. Слева у нас компьютер Gigabyte Aero, а справа MacBook Air с чипом M1. Обратите внимание, как загружены ядра процессора. M1 использует на полную мощность только 4 ядра, в то время как Core i7 задействует все 6. Следующий пример — это композитинг в 3D. Здесь использованы различные трекеры, Delta Keyer, а также нода Render 3D. В этом тесте Gigabyte Aero практически в 2 раза быстрее. И заключительный тест в сегодняшнем обзоре — это большой 3D-проект с большим количеством 3D-моделей, а также параллельных рендеров. Это проект из большого курса по 3D-графике, который уже есть у меня на сайте. И здесь мы уже видим очень большой отрыв. Рендер одного кадра на MacBook Air занял почти в 10 раз больше времени. Возможно, это какой-то глюк или проблема с оптимизацией, но тем не менее. За монокристальными системами и ARM будущее. Но пока это будущее еще не наступило. Основная проблема сейчас — это оптимизация софта под ARM процессора. Так что если вам сейчас нужна рабочая станция для DaVinci Resolve и Fusion, я рекомендую смотреть вам в сторону машин на системе Windows. И с такими ценами на видеокарты, как сейчас, ноутбук выглядит очень хорошим вариантом. В этом видео я сделал сравнение исключительно в программе Fusion. И это не реклама компьютеров Apple или компьютеров фирмы Gigabyte. Это лишь сравнение двух компьютеров, к которым у меня есть доступ. И стоимость этих компьютеров примерно одинаковая. Именно поэтому я решил сделать это сравнение. Если вам интересна эта тема, вы хотите увидеть еще тесты, пишите в комментариях, я сделаю еще обзоры. Не забывайте ставить лайк и жать на колокольчик, если видео вам понравилось.
Тогда вы не пропустите новые видео с моего канала. Если вы только начали изучать Fusion, у меня для вас есть бесплатный курс по motion графике. Заходите, ссылка в описании. А если вас интересуют более продвинутые уроки, заходите на мой Patreon. На Патреоне каждый месяц выходят уроки и мини-курсы для патронов. 3D композитинг, 3D клинап, супер крутая техника аддитивного кейнга, различные способы анимации фотографий, в том числе анимация лиц с помощью 3D карты глубины и много всего интересного. Подписавшись на Патреоне, вы получаете доступ сразу ко всему контенту. Также весь контент дублируется на русской версии Патреона под названием Boosty. Превью большинства уроков вы можете посмотреть на моем сайте. Все ссылки также есть в описании. Стабильного вам фьюжена и позитивной энергии. С вами был Санчес и канал Time Saver. До встречи, друзья!